PlayStation 5 или TV-бокс в автомобиль, или беспроводной Android Auto, или CarPlay. И все это может вот такой вот Autocast, который является адаптером для проводного CarPlay, для того, чтобы сделать, допустим, такие сумасшедшие вещи. Любое устройство через HDMI в автомобиль, беспроводной Apple CarPlay или Android Auto, да вот хотите, он даже PlayStation 5, я вам специально его поставил сюда и показал, вот просто возможности того, что можно сделать в автомобиле с вот этим вот прикольным Autocast'ом. Он называется TV-Mate Car Adapter. И я вот сейчас, покажи, я сейчас играю в PlayStation 5. Это, конечно, сумасшествие, пришлось лепить сюда 220 инвертор, но это все мелочи жизни, поиграть все равно можно. Короче, на канале Технозон. Вот такой вот Autocast крутой, поехали. Ну, конечно же, наигрались. Ладно, пора и честь знать. Вообще начнем с того, что это все-таки изначально беспроводной адаптер Android Auto. Если вы нажимаете, у вас есть возможность выйти, допустим, и у вас вот такой вот интерфейс. Это CarPlay Android Auto, а это HDMI. То есть, если вы нажимаете HDMI, у вас будет устройство подсоединенное к HDMI. Мы можем здесь, допустим, смотрите, я беру сейчас HDMI и включить TV-бокс. Ну, про TV-бокс это отдельная тема, мы сейчас поговорим, да. То есть, я использую здесь Rocktech, просто он удобно его запитать можно от USB автомобиля. У нас здесь появляется, видите, Google TV, можно там, допустим, менять, вписать, можно расширить экран. Это если вы смотрите на каком-то нестандартном экране, это все мелочи. Выходите, включаете Android Auto и CarPlay. Если у вас Android Auto, он будет по беспроводному давать Android Auto. Если у вас CarPlay, он будет давать по беспроводному CarPlay. Классная тема на самом-то дело, при том, что CarPlay у нас здесь работает, вернее Android Auto работает уже в обновленном режиме в многооконном. То есть, если у меня в машине Android Auto я подключаю, то он, допустим, если я нажимаю меню, то он закрывает карту, открывает вот эту штуку, и это работает вот таким вот образом. Здесь уже работает именно в полном варианте. Давайте попробуем полную интеграцию. Если у нас интеграция, допустим, этого беспроводного с голосовыми функциями машины, давайте сейчас запустим, я маме позвоню, спрошу, как у нее дела. А ну давайте. И как раз вот мы, получается, сейчас в машине сидим и слушаем, как оно работает. Ну, звук, вызов пошел. Алло, мам. Мам, привет. Как дела? Привет. Ты меня хорошо слышишь? Нормально? Да. Отлично, да? То есть, ну, никаких ни шипения, ни эха, ничего нету, да? Нет. Ага, Нет. хорошо, спасибочки, мамуль. Давай, я тебя наберу потом, попозже, потом поговорим. Давай, все, целую тебя, хорошего дня. Давай, пока. Так, значит так, вызовы работают, можем закрыть. Теперь по музыке пробуем. Ну, здесь мой клип, моя песня, сейчас мы включаем ее, слушаем. Да, все отлично, то есть мы это все услышали, отлично. Теперь, для того, чтобы выйти в меню выбора интерфейса, вы нажимаете на менюшечку и нажимаете «Выйти». И у вас появляется вот такой вот выбор HDMI, Android Auto, либо CarPlay. При том, что там можно настроить автоматическое при загрузке, автоматический выбор CarPlay, Android Auto, либо HDMI, либо именно выбор у вас будет. Это действительно удобно. По поводу CarPlay, что еще могу сказать? Интеграция, давайте вот попробуем. Есть интеграция с моим рулем, все нормально. То есть я нажимаю, у меня срабатывают кнопки, подхватывает. Единственное, если у вас машина, допустим, вот как у меня машина имеет дополнительный экран, у меня два экрана. Здесь и здесь. Здесь полный экран, это не просто приборная панель, это второй экран именно от головного устройства. То если карта у вас выводится и там в родном устройстве, то здесь карта выводиться не будет, потому что он не понимает, что туда надо выводить. У него нет физического взаимодействия с этой штукой. То есть, если хочется, допустим, там выводить карту вот таким вот образом, то, конечно же, в родном варианте исполнения, ну, мне надо отключить сейчас Android Auto, она появится, карта у меня вот здесь вот. Вот она у меня сейчас появится, не появится? Нет, не появится, потому что Android Auto перехватил управление. То есть вот таким вот образом. Если я сейчас отключаю Android Auto, пожалуйста, у меня здесь появляется карта. Видите, это как HDMI на отображение. Но это вот чисто только в моей машине. Это такой вариант при двух вариантах исполнения экрана. Да? Холодный...
Так, выключили. Холодный старт достаточно быстрый. Все зависит от того, насколько вам машина дает, допустим, зарядить, ну, насколько дает питание быстро на авто. Она работает достаточно быстро. Это все-таки Autocast. Мы сейчас еще пойдем, кстати, ссылка в описании под видео. Еще подписывайтесь, нажимайте колокольчик. И мы сейчас еще пойдем, посмотрим, сколько она стоит, и комплектность посмотрим. То есть по Android Auto понятно. Все стандартные приложения Android Auto, мы уже делали обзор на Android Auto. Можете пойти посмотреть. Все Waze, все выводит, все отлично. А, кстати, смотри, у меня сейчас карту выводит, я инициализировал первично карту, и здесь у меня сейчас выводит, ты видишь? То есть вот таким вот образом работает. Но это такое дело. Waze все равно выводить не будет, допустим, смотри. Я Waze нажимаю, но с Waze остается. Но это такое дело. GPS подхватывается с самого смартфона. По поводу HDMI и его функций. Давайте мы включаем. Сейчас у нас там подключен, допустим, TV-бокс. Как завести? То есть TV-бокс удобная тема, если вы, допустим, накачали много фильмов, где-то работаете, где-то на стоянке, где-то еще, у вас Apple CarPlay проводной есть, вы можете смотреть фильмы, можете смотреть там ютубчик, раздали с точки доступа со смартфона на TV-бокс, и все отлично. Но не все так просто. Объясню. Дело в том, что во многих головных устройствах есть изначально задержка от самого даже проводного CarPlay. Тут проводной, еще и на беспроводной. Задержка минимальная, ой, я пытаюсь, здесь пульт мне нужен. Задержка минимальная есть. То есть, если смотреть, допустим, я смотрю свои обзоры на ютубчике, все зависит. Тут уже обзор самого TV-бокса мы не делаем. Мы показываем просто-напросто возможности, интеграцию. Допустим, вот, пожалуйста, у нас есть, смотрим. Задержка настолько минимальна, она действительно минимальна, но она есть. Для тех, кто давно в системе TV-бокс построения, если ваш TV-бокс поддерживает, допустим, там какие-то югусы, то там можно регулировать в меню задержку, вы можете ее выставлять изначально. Либо в плеерах, таких как Vimeo, Kodi, VLC и тому подобное, вы тоже можете регулировать задержку звука, и, допустим, если у вас там фильмы какие-то на флешке или что-то еще, какие-то файлы, вы можете их проиграть конкретно с регулировкой задержки звука, у вас задержки звука не будет. То есть это все регулируемо. Достаточно удобно, достаточно классно, все функционально работает, при этом, что он выводит, тут покажи, он выводит в сам Autocast именно Full HD 60 Гц. Давайте посмотрим на сами характеристики. Вот, пожалуйста, видео Full HD 60 Гц он подключил, и тут как бы у меня вопросов нет. То есть 8-битное изображение, и все будет зависеть опять же от самого TV-бокса, и будет зависеть от формата вашего экрана и от расположения вашего экрана. Все, ребят, переходим сейчас, классная штука вообще получилась, переходим сейчас, посмотрим, сколько он стоит, комплектность, и уже будем там делать выводы. Ну что, мы на AliExpress. Здесь есть три варианта, но нам конкретно нужен C4. C4 это с полной поддержкой Android Auto, с поддержкой CarPlay беспроводного и, конечно же, с поддержкой HDMI, потому что есть C2, это который конкретно только HDMI поддерживает. Есть тот, который поддерживает HDMI и CarPlay беспроводной, а есть тот, который поддерживает полностью беспроводной Android Auto и CarPlay. За $32. Советую именно его брать, и тут они нам, в принципе, ничего интересного не пишут, кроме того, что подходит для всех типов устройств, ТВ-стики, игровые устройства, можно прямо со смартфона, если поддерживается USB-C на HDMI, и поставляется он вот в такой коробочке. И, кстати, комплект поставки очень элементарный. Само по себе устройство со входом USB, HDMI, и есть у нас вот такой вот коннектор либо Type-A, сейчас я его отсоединю, вот Type-A, либо с вот таким вот переходничком на Type-C. Вот, в принципе, так это и выглядит. Больше тут смотреть нечего, поэтому распаковки как таковой не было. Пишут о том, что это все в одном устройстве. Опять подчеркивают, что есть и Android Auto, и CarPlay, и из CarPlay может переделывать в Android Auto беспроводной. Это, кстати, очень-очень классная тема. Совместим с Apple TV, Google Fire Rock, он вообще совместим с любым HDMI устройством. И тут они показывают даже органайзер, как они сделали, но не все так просто. Уложить кабеля надо красиво. Поддержка мультидевайсов, и больше ничего тут они такого нам в принципе не пишут. Просто легко переключаться между CarPlay, Android Auto и различными моментами подключения. Все, USB плаха и HDMI порт. Ребят, очень классная тема, ссылочку закинул в описании под видео. Я, конечно же, рекомендую, я уже пробовал, работает отлично и сам каждый день использую. Именно с Autocast раньше работал. Поэтому с вами был Бабл на канале Технозон. Пока.